Друзья, приветствую! С вами Алексей Азаров. Вы находитесь на ламповом канале, добром канале про недвижимость в Италию. И, как всегда, наша рубрика называется «Юридические ответы на ваши вопросы». Сегодня с вами пообщаемся про налоги. Какие они бывают, какие платить, когда платить. Я сделаю где-то 15-20 минут. Кстати, надо засечь. Оп, минутку. Засекаем. Чтобы это для вас не было большим грузом, я раньше делал по 40 минут ролики, и поэтому немножко для вас это тяжеловато. Вот. Итак, какие есть налоги? Самый основной – это налог, регистрационный налог, да, импосто ди registro, регистрационный налог, или НДС. Это другой налог, как бы, но это самое основное. Регистрационный, господи, как это лень уже говорю, регистрационный налог, он оплачивается или 2%, если первый дом разберем, или 9%, как секонда каза, да, как второй дом. Первый дом, второй дом, прима каза, это в двух словах, это ваше основное место жительства, да, где вы будете, где вы там работаете, да, там и живете. Вот. Секунда каза это, например, как и многие, вы приезжаете как туристы и покупаете для того, чтобы летом отдохнуть, да, то есть это просто для вас квартира, то есть это не ваше основное жилье. Сейчас мы с вами разберем прима каза, то есть прима каза это ваше основное жилье, да, то есть где вы и работаете, и там основное место прописки, где вы живете, да, то есть основное ваше место жительства. Здесь два, как всегда, у нас с вами два варианта оплаты налогов. Если мы покупаем как вторичное жилье, или мы покупаем как первичное жилье, то есть у застройщика. Начнем с самого элементарного, вторичное жилье, потому что у нас в основном 90% сделок приходит на вторичное жилье. Здесь мы с вами платим 2% от кадастровой стоимости, то есть регистрационный налог, импосто ди registro, мы платим 2% от кадастровой стоимости, от кадастра. Потом разберем в других сериях, как мы все это считаем, как первый дом, как второй дом. Далее идет фиксированный ипотечный налог 50 евро и фиксированный кадастровый налог 50 евро. Плюс еще, сейчас вот покажу вам смету от нотариуса. Здесь вот стандартно, как, как я только что сказал, да, вы видите, импосто ди registro, например, при у Васи Пупкина, видите, Вася Пупкин, он оплатил прима каза, первый дом. Первый дом у нас сделка на 100 тысяч евро. Вот. Естественно, мы считаем первый дом по кадастровой стоимости, но, видите, здесь написано 1000 евро. 1000 евро, потому что любая сделка, если у вас, например, там очень низкая кадастровая стоимость, не может быть ниже 1000 евро. И здесь, видите, указано 1000 евро. Вот. Дальше, видите, ипотечный налог 50 евро и кадастровый налог 50 евро. И также еще налог, архивный налог. Вот. Это стандартно то, что вы всегда будете видеть в сметах, которые вам присылает нотариус. Вот. Может быть, есть архивный налог там 36 евро, здесь у нашего нотариуса 30 евро. Вот. Это что касается, когда физическое лицо покупает у физического лица вторичное жилье как первый дом. Еще раз напомню, что если кадастровая стоимость очень низкая, это, не знаю, там 100 евро, да, и вы покупаете квартиру за 50 тысяч евро, за 30 тысяч евро, в любом случае вы оплачиваете минимум регистрационный налог 1000 евро. Естественно, он может быть чуть-чуть меньше, так как при регистрации предварительного соглашения, которое мы с вами делаем, покупку жилья, там мы оплачиваем
налог 0,5% от залога. То есть там тогда может быть ниже. В общем, но это уже идет алхимия. Вот. Это основное. Далее. Если вы покупаете как первый дом у застройщика вы физическое лицо, покупаете у застройщика. Естественно, застройщик это или компания, которая строила данную, данную квартиру, данный дом, неважно. Или если это была генеральная реконструкция здания или квартира, да, ну, в основном, конечно, здание, генеральное, то есть э, он является так же, как и застройщик. Здесь, если прошло 5 лет, у него есть выбор, или вы оплачиваете также 9% от кадастровой стоимости, или вы оплачиваете НДС. У них есть это право, ну, конечно, в основном всегда все пытаются помочь покупателю, и вы оплачиваете 9% от, 9% от кадастровой стоимости. Если менее 5 лет, то вы обязаны оплатить как первый дом 4%, но уже от коммерческой стоимости. То есть, например, там, не знаю, квартира стоит 400 тысяч евро, вы оплачиваете НДС 16 тысяч евро. Эти 16 тысяч евро вы оплачиваете также на расчетный счет нотариуса, оплачиваете сразу, или там даете ему чек. Вот. Асеню Чеколара, например. А, Плюс вы оплачиваете фиксированный регистрационный налог 200 евро, фиксированный налог, кадастровый налог 200 евро и фиксированный ипотечный налог 200 евро. Я, к сожалению, как некоторые, не читаю по бумажкам, вот, и там субтитры. Это все в голове, поэтому если у меня там такая речь прям неровная, ну, извините, как есть, вспоминаю, немножко тяжеловато иногда вести такие юридические темы, не сбиваясь. Уж извините, как есть. Дальше. Начнем разговаривать как секунда каза, какие налоги оплачиваем как секунда каза. Еще хотел вернуться к тому, что прима каза распространяется на некоторые категории, да, объектов. Это они должны соответствовать, естественно, жилому назначению, там А2, А3, А4, А5, А6, А7 и А11. То есть вот под эти категории попадаем и можем делать как прима каза. Как секунда каза это А1, А8 и А9. Здесь мы не можем сделать как прима каза покупку, да, то есть в любом случае мы будем оплачивать 9% от кадастровой стоимости. Если что касается НДС, то там вообще аж 22. Так вот, секунда каза, то есть дом для отдыха, например, квартира для отдыха. Как считается? Здесь все очень просто. Не 2% уже берет государство, а 9% опять-таки от кадастровой стоимости. Плюс всегда, даже если кадастровая стоимость 9% ниже 1000 евро, не может быть. То есть 1000 евро по-любому платим государству, это минималка. Вот. Не забывайте об этом, если вдруг вы увидите, там, не знаю, регистрационный налог 500 евро, как бы это ошибка. Ну, я думаю, такого не может быть. Не все, то есть в основном все нотариусы здесь адекватные. Вот. 9% от кадастровой стоимости, потом платите фиксированный ипотечный налог и фиксированный кадастровый налог. Если вы покупаете у компании-застройщика, который менее 5 лет, вы оплачиваете НДС. В нашем случае уже как секунда каза, как вторичное жилье, вы оплачиваете 10% от коммерческой стоимости. То есть здесь уже, если квартира стоит дом 400 тысяч, то вы оплачиваете уже 40 тысяч евро. Здесь вы оплачиваете фиксированный регистрационный налог 200 евро, также кадастровый и ипотечный налог по 200 евро. То есть это вот разница между секунда каза и прима каза. Но если категория недвижимости у вас попадается люкс,
то вы оплачиваете 22% от кадастровой, от коммерческой стоимости. Ну, то есть, если квартира, там, дом подходит под категорию А1, люкс-квартира А1, А8 это люкс-вилла, и А9 это у нас замки. Здесь вы оплачиваете 22% от ее коммерческой стоимости. То есть, если там замок стоит миллион, то вы оплачиваете 220 тысяч евро НДС. Надеюсь, все это было вам не очень скучно. Все понятно. Какие-то будут вопросы по оплате налогов на покупку недвижимости, пишите, без проблем отвечу. А также пишите, какие еще темы вам понравятся. Я, к сожалению, сейчас больше весь в работе и меньше, к сожалению, выхожу в эфир. Вот. Пишите, что хотите, какие вопросы хотите узнать. Я еще хочу затронуть вопрос первого дома, все-таки добить его второго дома, то есть как там первый дом, какие там нюансы, потому что нюансы есть у первого дома, да, там то, что, например, если он уже у вас есть, вы покупаете второй, чтобы не, не потерять налоговые льготы, да, то есть вы в течение 12 месяцев должны продать а, первый указ, да, то есть покупаете тоже прим-оказы, первое основное жилье, но в течение года должны продать квартиру, если она у вас там есть. В общем, тоже очень много нюансов. Расскажу. Все, спасибо большое. Напоминаю, что граждане Российской Федерации, Украины, там, Белоруссии, да и, в принципе, все остальные могут спокойно покупать недвижимость в Италии, ограничений никаких нету. Кроме того, что счет в банке нельзя открыть гражданам СССР, к сожалению, но мы эти вопросы стараемся там решать каким-то позитивным образом. Всегда ваш Алексей Азаров. Напоминаем, что фортуна на нашей стороне. Да и жизнь хороша, когда живешь в удовольствии. Пока.